Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас на канале LongSwim. Тем, кто смотрит это видео, пожалуйста, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, колокольчики, пересылайте это видео друзьям и знакомым, а я начинаю. В нашем видео сегодня речь пойдет о планировании. Особенность этого планирования заключается в том, что мы при планировании используем колесо жизненного баланса, и я сейчас расскажу о 3 преимуществах планирования с помощью колеса жизненного баланса. Итак, кратко. При планировании с использованием колеса жизненного баланса мы в первую очередь отдаем приоритет своему отдыху. Когда мы запланировали свой отдых, то есть мы сферу яркость жизни ставим на первое место. Это исходит из миссии колеса жизненного баланса, когда все жизненные сферы наших интересов, которых в нашем колесе жизненного баланса 8, они должны нам давать ощущение полноценной, насыщенной жизнью, в которой мы больше радуемся, отдыхаем, делаем окружающий мир лучше, чувствуем себя счастливыми людьми. Второй главный принцип или его основное преимущество: мы выбираем удобный для себя период времени, потому что для каждой сферы в колесе жизненного баланса есть какой-то более приемлемый, более удобный способ планирования. Допустим, в карьере и бизнес мы больше используем еженедельное планирование. В сфере деньги мы используем чаще всего ежемесячное планирование, и каждый из вас может выбрать тот инструмент, который для вас будет удобный в применении или удобный для анализа. Следующее, что следует во втором принципе, его важный аспект, то есть мы выбираем период планирования, который нам удобен, и начинаем этот период насыщать событиями, в первую очередь теми, которые нам приносят радость, которые нам нужны для достижения краткосрочных целей и для достижения долгосрочных целей. Зачем это важно? Это важно затем, что вы запланировали какое-то событие. Если у вас нет опыта успешного решения таких задач, то вы потратите, наверное, в 2-3 раза больше времени, чем вы запланировали. По мере того, как вы будете решать однотипные или задачи из сферы своих профессиональных интересов, то ваша точность планирования примерно за год возрастет многократно. И вы уже на своем опыте убедитесь, что когда вы используете планирование, то ваше ожидаемое время на решение этой задачи удивительно будет совпадать с тем временем, которое вы на него реально потратите, и достигнете тот результат. При этом не будете чувствовать себя выжатым как лимон, будете чувствовать себя примерно на заряде 50%. Третий основной принцип в колесе жизненного баланса: при планировании нужно больше опираться на анализ ситуации и выбор приоритетов. То есть опять вернемся к нашим состояниям. У нас есть в колесе жизненного баланса 3 основных состояния. Они соответствуют шкалам. 0,4 – это состояние нестабильное, 4,8 – это состояние стабильное, и 8,10 – это состояние, когда мы чувствуем переизбыток энергии, и нам любые задачи кажутся легко выполнимыми, или у нас есть ресурс для решения очень-очень многих задач. Планирование в основном на 80% оно присуще состоянию 4-8, и в этом состоянии очень важно выбирать приоритеты. Выполнение приоритетов оно имеет очень важное преимущество. То есть, сделав то, что самое-самое главное в этот период времени, допустим, в этот месяц или в эту неделю, вы с удивлением обнаружите, что все остальные события, они вытягиваются в цепочку, они идут очень легко, как-то непринужденно, все складывается фактически идеально. Если вы будете планировать состояние 0,4, то есть состояние сомнений, то есть вы заметите, что естественное состояние для
0,4 нестабильно, вам очень тяжело принимать решения. Этот этап в планировании, он легко преодолимый. Почему? Потому что как только вы выберете удобный для вас способ планирования на день вперед, на неделю вперед, на месяц вперед, на квартал вперед, вы заметите, что вам решение принимать достаточно легко. Но когда вы будете осознанно стремиться к состоянию 4-8, для того, чтобы планировать, нужно быть в состоянии 4-8, то есть уметь принимать решения, подтверждать ценность того действия, которое для вас важно, и пробовать это делать. Получив результат, вы должны теоретически перейти к состоянию 4-8, хотя бы кратковременно, то есть это радость за хорошо потраченное время или радость от полученного результата. Состояниями вы научитесь управлять примерно через полгода-год. Примерно как пловец чувствует свою воду, в которой он плывет, ощущает ее вязкость, ощущает движение тела. Точно так же вы будете ощущать свои состояния. Все видео в нашем канале, они посвящены тому, чтобы вы для себя почувствовали состояние и стремились к состоянию более энергетически емкому. Поэтому, когда вы будете что-то планировать, пожалуйста, ведите какой-то дневник на бумажном носителе, ведите дневник, пожалуйста, в электронном носителе, можете делать заметки на каких-то отдельных листах бумаги, но это дает вам возможность сосредоточиться на своих эмоциях. И второе, самое главное качество, которое вы приобретете, вы будете в окружающем мире пользоваться теми возможностями, которые бывают или случайными, или они у вас все время были, и вдруг вы решили этими возможностями воспользоваться на 100%. Итак, возвращаемся к планированию. Как вести планирование? На каком носителе? В электронном носителе или бумажном носителе? Классический ежедневник, еженедельник, записная книжка. Я рекомендую использовать очень эффективный способ для анализа использовать бумажный носитель, потому что когда вы анализируете на бумажном носителе, вы достаточно легко ручкой, карандашом можете делать необходимые для вас пометки, чтобы визуализировать свое мышление. Самым главным в планировании на бумажном носителе является визуализация того результата, который вы хотите достичь, или того результата, к которому вы хотите прийти. После того, как вы бумажный носитель использовали для своих размышлений, для анализа и уже вывели конкретную дату или выделили конкретный промежуток времени для того, чтобы это делать, вы можете уже это событие спокойно переносить в электронный или бумажный календарь, потому что календарь, он не несет очень много информации, в основном это хорошее, визуальное, красивое напоминание вам о том, что сейчас запланировано это событие, и его нужно сделать, потому что оно для вас полезно, оно несет какую-то приятную эмоцию, со всеми вытекающими последствиями. Сколько времени уделять бумажному носителю, вы можете принимать решения сами. Самый лучший вариант — это если вы полчаса после своего дня, примерно в 18 часов, в 19 часов. Для кого-то будет удобное время после 21 часа. Полчаса найдите времени для того, чтобы на бумажном носителе поделиться своими впечатлениями. Впечатления, кстати, могут быть не только в виде текста, это может быть какие-то зарисовки, это может быть какие-то краткие тезисы. Ваша задача научить формулировать свои мысли, приводить их в какое-то структурированное состояние, информацию. По сути дела, любые наши записи — это структурирование нашей информации, которая у нас накопилось за день. Вы подводите итоги. В этих итогах самое главное — похвалить себя за те усилия, которые приложили за этот день, запланировать что-то на завтра, чтобы это вас не нервировало, не расстраивало, не приводило в состояние хаоса, подсказываю, что не приводило вас в состояние 0,4, потому что состояние 0,4, когда мы расстраиваемся, то мы радуемся, то расстраиваемся. Состояние 4,8
Это состояние спокойствия, это состояние уверенности в том, что у вас есть достаточно времени и ресурсов, и самое главное, у вас есть перечень единомышленников, к которым вы можете обратиться, которые помогут вашу задачу решить. Отвечаю на вопрос, который часто задают. Как планировать, если у меня много-много людей, с которыми я взаимодействую? И, может, мне проще планировать только те действия, когда я пытаюсь это делать в одиночку. Основная цель колеса жизненного баланса — научить вас взаимодействовать с окружающим миром, потому что миссия колеса жизненного баланса — это профессиональное долголетие и личное долголетие. То есть, если вы планируете много-много планов, то наверняка вам отрезка жизни там, в 50-60 лет, наверное, будет мало. Когда существуют грандиозные планы, их нужно реализовать примерно там, период 100 лет. То есть очень легко быть эффективным, когда ты молод, в периоде там, 20-30 лет, и нужно набраться очень большой мотивации, чтобы быть эффективным после 40 лет, после 50 лет, найти новое применение вашим навыкам, вашим жизненным опытом. Это умение делиться опытом, это умение жить плодотворной жизнью, потому что долголетие, когда оно спланировано, оно как бы прекрасно. Долголетие, когда у вас нет цели, вы морально истощены, наверное, будет вам больше приносить мучения. Итак, возвращаемся к планированию. Основной тезис заключается в том, что когда вы планируете любое взаимодействие с другими людьми, вам нужно с ними договориться о том, в каком виде будет происходить это взаимодействие, что вы хотите от этого взаимодействия получить, и договориться о правилах взаимодействия, чтобы окружающий понимал, что его вклад в достижение ваших целей, он будет цениться, вы будете испытывать искреннее чувство благодарности к этому человеку за то, что он помог, и чувство благодарности нужно тренировать. Если мы его как бы тренируем, то мы обязательно получим результат. То есть все люди, которые с нами взаимодействуют, они будут благодарны за то, что мы как бы с ними встретились и оказали друг другу взаимную пользу и остались надежными друзьями. Итак, планирование по колесу жизненного баланса — это сейчас мы смотрим краткое видео. Если вам необходимо видео, которое посвящено именно технике планирования, будет еще одно полноценное видео. Оно, как правило, будет в пределах часа, а может быть и более, где вы можете уже детально сосредоточиться на том, как инструментарий подробно будет описан, рассказан, и он будет в разрезе как бы всех сфер 8, которые представлены в колесе жизненного баланса. Всем, кто смотрел это видео, желаю хорошего дня, прекрасного настроения. Надеюсь, вы, смотря эти видео, получаете необходимую мотивацию для того, чтобы начать планировать. А это видео именно посвящено мотивации. То есть мотивация говорит о том, с чего можно начать. А в часовых видео я уже рассказываю, чего можно достичь, какими инструментами, сколько на это понадобится время, как за период использования этого инструментария не потерять мотивацию. То есть моя задача сейчас вам рассказать о доступных средствах для того, чтобы вы поняли, что этот инструментарий будет вам полезен для жизни. Всем желаю хорошего дня, у вас все получится.